26 мая. Smart Talent, город Минск. Повышение уровня знаний о криптовалютах, интеграция блокчейна в другие сферы и повышение финансово-технической грамотности населения. Погнали, узнаем подробно. Это Евгений Романенко, ведущий канала iTuber. Евгений, приветствую. Здравствуйте. Что вас сподвигло так посетить нашу конференцию? Во-первых, то, что я сам из Республики Беларусь, и парк технологий становится эпицентром происходящего в мире криптовалют, блокчейна и вообще белорусской IT. Он сегодня на коне, поэтому не быть здесь нельзя, даже несмотря на то, что в Минске сегодня 2 мероприятия в один день, бывают такие наградки. Тем не менее, я постарался сюда заехать первый. То есть вы белорус, но живете в России сейчас, в Москве, да? На самом деле, сейчас стираются границы. Я гражданин 2 государств. Эту страну я отлично знаю. Я здесь учился и работал. И мне приятно, что здесь, после 10 с лишним лет нахождения в Российской Федерации, я снова сюда вернулся и уже отсюда наблюдаю, как развивается белорусская криптоиндустрия. И, честно говоря, испытываю потрясающие эмоции. Я не верил, что это возможно. Как вы считаете, на каком уровне у нас знания о криптовалюте в Беларуси? Я очень хорошо знаю, что происходит в стране. Я вижу, что родилось, выросло поколение, которое, скажем так, не обременено наследием 90-х годов и прекрасно, как не вашего возраста, оно отлично внедряется и, разумеется, это все впитывает. Ну, потому что это современная технология. Абсолютно верно. И это интересно. Взрослые люди, разумеется, они самые прогрессивные. Вот банкиры, например, которые сейчас выступают, которые понимают, что это будущее. Большая часть народа, разумеется, еще пока не поняла, куда дрейфует страна. Ну, возможно, это и хорошо. Пусть молодежь, самая прогрессивная айтишная, которая, слава богу, является драйвером белорусской экономики сейчас, пусть она ведет вперед эту страну. Я только этому буду руку писать. Это Александр, он также приехал из России, это представитель Zen. Александр, расскажите, о чем вы будете рассказывать участникам на этой конференции? На этой конференции я дам такую небольшую входную лекцию вообще в блокчейн, что это такое, конкретно поговорю про публичные блокчейны, что такое децентрализация, зачем она нужна и как создавать децентрализованную систему управления. Ну, если вы приехали с такой темой, то есть, ну, что такое блокчейн, то есть, получается, рассчитываете на то, что участники не сильно подкованы в том, что такое блокчейн? Если честно, я много где был, и в целом люди делятся на два типажа. Люди, кто вертится активно в этой индустрии, кто уже все знает, они пораженные. И есть люди, кто приходит первый раз, они не знают абсолютно ничего, и я нацелен именно на них, образовывать их, объяснять им, то есть, как прям с и нуля что это поднимать, работает. да, знания? Но он мне сказал, что нуля нужны какие-то общие знания, в том числе по экономике, по IT, но никаких особых знаний не требуется. Будете волноваться, если вдруг кто-то захочет вопрос задать? Не особо. Нет, особо. Ну, привыкли, да, что мы вопрос задаем? Но, если честно, я открытый человек, у нас открытый проект, нам нечего скрывать. Мы часто не знаем ответ на многие вопросы, и мы не боимся это сказать. Вы впервые приехали на конференцию в Беларусь? В Минске я в первый раз, в Беларуси вообще во второй, и именно конференция в Минске, да, это будет для первого. Олег, насколько я знаю, что вы выступаете соорганизатором сегодняшней конференции. Да, именно так. Dash наравне с парком высоких технологий и информационным порталом КВ-Бай выступает организатором этой конференции. Насколько было сложно организовать эту конференцию и как вообще пришла идея такая? Вообще, прежде всего, хочется сказать, что идея пришла после того, как мы посещали подобные конференции в Москве, в Киеве, в Санкт-Петербурге. Очень хотелось к себе на родину привести знания о блокчейне и знания о криптовалюте. И конференция направлена на это, да? Соответственно, конференция на это направлена. Второй несомненный посыл заключается в том, что идея проведения такой конференции под эгидой Dash
очень позитивно восприняло Dash-сообщество, и, в общем-то, владельцы Мастернод нам сказали свое «да» на проведение данного мероприятия. И, в общем-то, благодаря их решению эта конференция в том числе состоялась сегодня в Минске. И весь русскоязычный Dash здесь, да, насколько я знаю? Да, собственно, это и была основная цель, поскольку каждый из нас работает в рамках своих городов, своих стран. Очень хотелось сделать эту конференцию площадкой, где будут представлены все проекты Dash, которые реализуются на территории стран СНГ. Поэтому сегодня мы здесь видели и маркетинговое агентство NG.com в лице Максима Попова, которое для Dash в русскоговорящем сегменте делает рекламную кампанию. Здесь есть и Елена Беседина, которая будет выступать на панельной дискуссии. Это представитель, член команды Dash People, который активно приносит в русскоязычный сегмент интервью и знания как раз таки от зарубежных разработчиков, маркетологов Dash. Это Алексей Гусев, координатор русскоязычного сообщества, наш, скажем так, лидер, который помогает и в организации, и в управлении нашими проектами, всегда делится советами, подсказками. Такое взаимное сотрудничество всегда очень приятно. Будет ли еще конференция подобного рода? Ну, на территории Республики Беларусь, естественно. Я думаю, несомненно, да. Хотя на сегодняшний день мы планируем похожие конференции провести в Киеве и в Санкт-Петербурге либо Москве, но мы обязательно вернемся в Беларусь, как только появятся какие-то законодательные предпосылки, поскольку был принят декрет Номер 8, президента да? Беларуси номер 8, то сейчас мы ждем продолжения этого декрета в виде юридических документов, которые позволят понять ситуацию с криптовалютами и блокчейном в Беларуси, и тогда, возможно, это станет более полезным. Так, например, на сегодняшней конференции мы в очередной раз стали партнерами 3 площадок, которые собираются принимать в качестве оплаты Dash. Мы запартнерились сегодня с первой белорусской криптошколой, и нас пригласили выступать там как раз таки с информацией о Dash. Я думаю, что... Это криптоэксперт, да, вы хотите сказать, да? Школа криптоэксперт. И я думаю, что как раз таки принятие нормативной базы, скажем так, способствует еще большему развитию блокчейн-технологий в Беларуси. А это, значит, привлечет новые компании, с которыми Dash будет интересно сотрудничать. Ну, насколько я знаю, что Беларусь одна из тех стран, которая более лояльно относится к криптовалюте. Да, мы попали в топ-10, не так Да. давно составлялся рейтинг лояльности к криптовалютам и блокчейн-проектам. Беларусь на сегодняшний день там занимает 10-ю позицию. Вот, поэтому я думаю, что Dash продвинет все-таки криптовалютный мир, так скажем, в Беларуси, белорусскому В населению. том числе, да, поскольку вот сегодня можно было наблюдать, что стенд Dash на конференции стал точкой притяжения. Все подходили, задавали вопросы. Сегодня мы проводили конкурс, было установлено порядка 200 кошельков Dash за время да. проведения 200, да? конференции. Да, около 200, там 194, по-моему, на тот момент, когда я подходил, интересовался у девочек. То есть я думаю, что это и в дальнейшем будет происходить. И очень хотелось бы, чтобы такое движение началось не только в Минске, но и, скажем, в областных центрах. Возможно, в ближайшее время мы как раз таки планируем проведение Dash-метапов. То есть это будет не формат конференции, будет, может, чуть меньше народа, но хотелось бы дойти до каждого города крупного белорусского, там, в Бресте, в Могилеве, в Витебске, в Гродно, и провести серию метапов для того, чтобы еще больше привлечь внимание к удобному платежному сервису Dash. Но это, как говорится, это планы Dash Company, да? Ну, можно и так сказать. По крайней мере, это точно планы проекта «Территория Dash» на ближайшее будущее.